Привет! Сегодня мы вместе с вами будем искать, что же нового Apple для нас приготовила в новом iPad Pro на чипе M5. В обычное время мы могли бы просто зайти на сайт Apple и посмотреть, что новенького для нас приготовили купертиновцы. Вот только есть проблема. Этот iPad еще официально даже не представлен. У нас нету даты его презентации, даты его официального анонса. А вот сам iPad Pro на новом чипе M5 у меня уже есть. И долго тут рассказывать не стоит, потому что надо показывать. Правда, вот начнем мы с коробки, которая вообще визуально не изменилась в сравнении с iPad Pro на чипе M4. Обои тут те же, если присмотритесь, написано Pro. У меня комплектация на 512 гигабайт, цвет Silver. Серийный номер я, конечно, потер, чтобы не раскрывать вам все свои карты. Главное здесь новый чип M5. По сути, это первый девайс Apple на новом чипе M5. Говорят, у него изменится архитектура. Мы это, конечно, сегодня не увидим, но я думаю, я вам покажу, что это действительно новый iPad. Коробкой, правда, не удивил, и комплектом тоже. Тут все как обычно. Для некоторых регионов кладут адаптер, для некоторых уже нет. В моей комплектации вот он есть, правда, блочок всего на 20 Вт, особо не разгуляешься. На самом iPad в этом году даже не написано, что это iPad. Так уже поступили ранее с iPad Air на чипе M3, поэтому, в принципе, тут никаких вопросов быть не может. Это точно официальная версия. Но вот гравировочка с номером модели в разъеме USB-C, она у нас есть, поэтому можем узнать новую модель нашего iPad. Визуально, по ощущениям, по тонкости, по весу, это ровно тот же iPad, что и с чипом M4. Он настолько такой же, что для него идеально даже подходит чехол-клавиатура. И возникает ощущение, что Apple просто приготовила нам в этом году такое минорное обновление, буквально с парой новых фишек. Тут вот, например, две фронтальные камеры. Одна сверху в альбомной ориентации, а другая в книжной. И только в альбомной ориентации расположены датчики Face ID. Вторая фронталка на самом деле не столько камера. Вы ее не включите, например, для фото. Может быть, конечно, это пока, но в целом на коробке у нас даже нарисована только одна фронтальная камера. Скорее, это датчик, который точно нужен для отслеживания того, что находится на столе перед вашим планшетом. В режиме демонстрации вашего рабочего стола, доступном FaceTime. Возможно, вот это будет действительно полезно, если вы проводите какие-то семинары, онлайн-занятия и показываете ученикам, что находится перед вашим рабочим столом. Ранее этот режим был у нас доступен на MacBook, и, в принципе, он популярностью пользовался. Вероятнее всего, эту фронталку поставили, чтобы вам было удобно ей пользоваться в любой ориентации. Но пока в приложении камера вы никаких изменений не найдете. Вероятнее всего, она просто программно здесь заблокирована и разблокирует ее уже к дате анонса. А так, диагональ у нас осталась без изменений. Это все те же 13 дюймов. Вероятно, версия поменьше также будет на 11. Рамки в сравнении с прошкой на M4 тоньше не стали. Да и яркость, как видите, в принципе не изменилась. Хотя, может быть, в пике она стала и получше. Но в любом случае, в глаза это в помещении не бросается. У меня комплектация на 512 гигабайт, скорее всего это средняя, и тут у нас теперь аж 12 гигабайт оперативной памяти вместо 8, и вот это радует. Но у меня, правда, версия iPad Pro с M4 на 1 терабайт, и тут оперативной памяти 16 гигабайт. И это, конечно, значит, что явно старшая версия с M5 у нас получит больше оперативной памяти. В емкости аккумулятор прибавил 200 мАч, но это скорее значение близкое к погрешности, скорее всего тут никаких изменений нет. iPad Pro это первый девайс от Apple, который получит новый чип M5. И в принципе во всех тестах он показывает небольшой прирост производительности. Вот в одноядерном тесте ЦПУ 10% есть. В многоядерном уже 15%. Нужно ли вам это, конечно, большой, даже я бы сказал уже огромный вопрос, но все-таки прирост имеется. Что вам нужно точно, так это Wi-Fi 7. И хотя планшет тут, конечно, выжимает из моего домашнего интернета прям все, что можно, но ровно то же самое делает и iPad Pro на M4. Тут сколько я не искал, но упоминаний Wi-Fi 7 я так найти не смог. Основная фишка у нас все-таки в чипе M5. И куда я пошел? Конечно, в игры. Но заметить и тут разницу, признаюсь, просто очень тяжело. M4 дает фантастические мощности, и куда нам их девать не совсем понятно, а тут уже M5 есть. Да, вы можете монтировать тут видео, снятые на 17 Pro в ProRes. Но вот этим заниматься можно и на M4, он также прекрасно работает с большими объемами данных.
И искать тут что-то новое по факту, наверное, не стоит, потому что это просто минорное обновление. На глобальном рынке Apple просто уберет из продажи iPad Pro на чипе M4 и за ту же цену, я абсолютно в этом уверен, поставит новый iPad Pro на чипе M5. Также она уже поступила с базовыми iPad'ами чуть ранее, и в принципе, тоже минорное обновление получил и iPad Air. Поэтому здесь, я думаю, тоже искать особо-то и нечего. Это просто минорный апдейт и так прекрасного iPad, у которого производительности на годы вперед. Как-то так. Пользуюсь.